Камчатка – край вулканов и медведей. Для рыбаков этот полуостров крайне интересен в первую очередь огромным разнообразием лососевых, которых можно здесь поймать. Пальцев руки не хватит, чтобы перечислить всех. Заход проходных лососей распределен по времени. Наше путешествие состоялось в начале августа. Именно в это время в Еловке и ее притоках есть вероятность поймать королевского лосося, или по-другому чевычу. Еловка довольно мутная, из-за вулканической пыли она имеет цвет кофе с молоком. По этой причине вся ловля происходила в основном в притоках, где вода была чистая. Ага, все. Есть? О, осторожней палку. Нифига себе, зубы какие. Верба сделай. Верба. Вот, вот. Тихо. Сожрет сейчас меня. Я не сожрет. Ну, только в этом зубы несут. Понятно. А вторая. Опять тихо. Че, сильнее чевыч? Как это? Что, куда? Кстати, она белой казалась, да, в этом? Смотри, зубы какие, а? Угу. Ух, что, как классно так. Небольшая заметка по снастям. Для рыбалки на небольших притоках, где нависающие деревья не позволяют сделать оверхед, идеально подходит одноручник 5 класса, снаряженный скагитом УПСТ. Эти головы позволяют забрасывать довольно увесистые вулибагеры и объемные мыши, на которые в основном и идет ловля. Да. Смотри, сильно не поднимай. Будет красивее фотка, да, вот. В самой Еловке мы ловили в местах впадения в нее притоков, где бирюзовая вода смешивалась с мутной.
Именно в таком месте нам удалось поймать королевского лосося. В этой яме чевыча клевал один раз в день, короткими выходами по 15-20 минут, но в это время поклевки были буквально на каждом забросе. Помимо чевычи там ловилась кита и горбуша. Последние два заброса они сразу клюют. Сразу, да? Даже без трипов? Нет, трипов сказал, Не следовало. Пап, как тебе надо уводить, я не знаю. Ну мне поменьше. Можешь пока рассказать о своих ощущениях? Ощущение непередаваемое. Вторая попытка. Умыться, так сказать, вообще. Дуплет. Кита, да? Кита. Кита, да? Да. Кита. Кита, черный, розовый. Все, легла. Самец. Хороший такой, да? Да. Есть, да, хорошая такая, жирная. Вот так вот. Ну все, такая сковородка, да? Камбала, блин. Лещ, да. Смотри, встанет, нет? Для меня это была первая поездка на Камчатку, и без подсказки иногда было сложно определить, что за рыба была поймана. Это кто? А, это голец какой-то, да? А я не знаю, кто это вообще такой. Он без пятнышек. Мики же, да? Это, не, она без точек. Это кто? Вообще ничего, никаких опознавательных знаков. Что это за рыба? Кижуч, да? Да, давай фото. О, кижуч. Это просто трэш какой-то, я не знаю, я не могу просто даже забросить. Я пока вытаскиваю ранен, у меня постоянно кто-то садится. А это, походу, я кого-то забагрил или нет? Ну, конечно. Кто это? Хариус забагрен? Или опять голец? Не, хариусов. Это какая концентрация этого хариуса. Это нереально. Просто не получается даже разыграть шнур. О.
Я говорю. Гайчик опять. Очень милая рыба. Голец вездесущий. Давай, отдай мне вулибагер мой. Гад, жадный. Говорят, то, что он не клюет на мухе цвета шорт-тресс. Не знаю, у меня таких мух нету. Поэтому пока не проверял. У меня он клюет на все. Вот он проводки не берет. Он берет, но редко. А вот когда начинаешь выстреповывать, я только что поймал гольца, когда просто шел со шнуром в воде. Аналогично троллингу. Вот сейчас она закончится, проводка. Можно хоть постреповать немножко. Хруст веток наводит сразу на размышления. И очко начинает сжиматься. О, я говорю, это. А еще самая лучшая проводка, это когда ты уже удочку поднимаешь, он вообще не может стоять. Ой, это хороший. Стреляется он достойно, конечно. Приятная рыбка. Гайчик. А вкусная какая. Очень вкусная рыбка. Ход чевычи – это настоящее зрелище. Огромные рыбы медленно проплывают в твою сторону. Увидев, останавливаются и вальяжно проплывают в паре метров. Бирюзовая вода начинает пестрить красными пятнами, медленно поднимающейся против течения чевычи. Ловить ее было практически бесполезно, она не реагировала ни на что. Но рассказывали, что иногда она как будто сходит с ума и начинает активно брать. А вываживание чевычи в мелководном притоке просто незабываемо. Рыба длиной в метр делает свечек, полностью выпрыгивая из воды.
Мы использовали поводки диаметром 0,32. Более толстые приводили к отрыванию типпета при зацепах, поэтому рыба подобного размера не давала шансов на ошибку. Я побывал в удивительном месте. Природа здесь как будто из фильма «Аватар». Пусть в эту поездку мне не удалось поймать королевского лосося, зато есть стимул сюда вернуться.